Хрупкий мир нарушен. США и Иран обменялись ударами. Вашингтон назвал это ответом на сбитый американский вертолет. Впервые в истории американских вооруженных сил экипаж сбитого вертолета спасли с помощью морского беспилотника. Несмотря на обострение ситуации, мир еще возможен. Венс считает, что сделку с Ираном могут заключить уже на следующей неделе. Лидеры стран Северной Европы и Балтии поддержали участие Европы в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. В Белфасте вспыхнули протесты. Демонстранты громят улицы и жгут машины. 3 американца и итальянец. НАСА объявила состав экипажа новой миссии «Артемис-3». В Барселоне более 40 тысяч людей пришли послушать Папу Римского. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США вечером во вторник начали новую серию ударов по Ирану, сообщает Центральное командование США. Операцию назвали «самообороной» и ответом на инцидент с американским вертолетом «Апаче» у берегов Омана. По данным источников CNN, первые удары пришлись по системам ПВО и радиолокационным объектам в районе Ормузского пролива. Один из собеседников уточнил, что возможны новые атаки. Разведданные зафиксировали серию взрывов в районе города Сирик на юге Ирана, вблизи Ормузского пролива, сообщает ряд источников. По данным иранских государственных СМИ, американские удары пришлись по нескольким прибрежным объектам. А полуофициальное агентство Тасним сообщило, что взрывы были слышны в городах Сирик и Минаб, а также на острове Кешем, в районе Ормузского пролива. Позже власти Минаба уточнили, что сам город не подвергался атаке. Звуки взрывов исходили из прибрежной зоны. В одном из эпизодов удар повредил 2 водохранилища в районе Бамани, близ города Сирик, что привело к перебоям с подачей питьевой воды, передает иранская телерадиокомпания ИРИБ. Иранские государственные СМИ также сообщали о взрывах в районе острова Кешем, города Бендер-Аббас и округа Джаск у Ормузского пролива. По данным агентства Тасним, под удар также попали порт Джаск и объект в районе Кухма-Барак. Все 3 района имеют стратегическое значение. Здесь расположены военно-морские объекты Ирана и ключевые маршруты судоходства через Ормузский пролив. О причинах взрывов и возможных последствиях официально пока не сообщается. Тем временем американский чиновник заявил телеканалу CNN, что удары носят характер предупредительного сигнала и не должны сорвать переговоры с Ираном. В Центральном командовании назвали действия соразмерным ответом на необоснованную агрессию. В свою очередь, Иран запустил ракеты и беспилотники в направлении американских целей в регионе, заявили в корпусе стражей Исламской революции. Центральное командование вооруженных сил США, Центком, сообщило о завершении ударов по объектам в Иране, нанесенных 9 июня, по приказу президента в ответ на уничтожение накануне американского вертолета «Апаче». По данным Центком, американские силы высокоточными боеприпасами с самолетов ВВС и ВМС США атаковали иранские системы противовоздушной обороны, пункты управления и радиолокационные станции наблюдения в районе Ормузского пролива. В командовании заявили, что операция стала пропорциональным ответом на недавние атаки против американских военных и международных коммерческих судов в региональных водах. В Центком также подчеркнули, что американские силы сохраняют повышенную готовность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии. В свою очередь, Иран запустил ракеты и беспилотники в направлении американских целей в регионе. Корпус стражей Исламской революции заявил, что нанес удар беспилотниками по базе 5-го флота США в Бахрейне. В Тегеране назвали атаку ответом на американские удары по территории Ирана. По данным иранского агентства Тасним, дроны атаковали объект около половины 3-го ночи. Официального подтверждения атаки на базу 5-го флота со стороны США пока нет. Сообщение о воздушной тревоге в Бахрейне также не поступало. Дональд Трамп в разговоре с журналистом ABC Джонатаном Карлом заявил, что США уже отвечают на сбитый вертолет, и что ответ будет очень сильным и очень мощным. Я разговаривал по телефону с Трампом в тот момент, когда Центком объявил об ответных ударах США по Ирану. Вот что он сказал. «Я считаю, что очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас». Он добавил: «Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью. И я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным. И именно таким он и является». Издание «Политика» сообщает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему считает близким заключение сделки с Ираном, несмотря на взаимные удары после инцидента с американским вертолетом «Апаче». После американских ударов по Ирану глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что США проверяют решимость Тегерана и получат ответ на любые удары. Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят ни одну атаку или угрозу без ответа.
Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит множество примеров печальной судьбы тех, кто вмешивался извне. Экипаж американского вертолета AH-64 Apache, который потерпел крушение у побережья Омана, спасли с помощью морского беспилотника. Как сообщило Центральное командование США, безэкипажный катер «Корсэр» обнаружил 2 пилотов, которые провели около 2 часов в воде, доставил их в безопасную точку, после чего их эвакуировал спасательный вертолет. В Центком отметили, что это первый подобный случай в истории американских вооруженных сил. Тем временем расследование причин крушения продолжается. По данным Axios, CNN и CBS News со ссылкой на американских чиновников, предварительные результаты указывают на то, что вертолет мог сбить иранский беспилотник «Шахед». Однако следователи пока не установили, была ли атака преднамеренной или столкновение произошло случайно. Телеканал Аль-Арабия со ссылкой на источники сообщил, что Иран не планировал сбивать американский вертолет «Апач» у берегов Омана. По данным канала, инцидент произошел непреднамеренно на фоне высокой напряженности в районе Ормузского пролива. Также утверждается, что Тегеран якобы передал США сигнал о готовности продолжать переговоры. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский ударный вертолет «Апачу» над Ормузским проливом. Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны ответить на этот инцидент. Трамп сделал это заявление через несколько часов после того, как Центральное командование США сообщило о крушении вертолета у побережья Омана. До этого военные не называли причины происшествия. По их словам, расследование продолжается. Меня только что проинформировали наши замечательные военные о том, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апачи», который патрулировал над Ормузским проливом. На борту находились 2 пилота, оба живы и не пострадали. Тем не менее, Соединенные Штаты вынуждены будут ответить на эту атаку. Спасибо за внимание к этому вопросу. Правда, позже президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Wall Street Journal заявил, что инцидент с американским вертолетом «Апачи» у берегов Омана не был серьезным и не имеет большого значения, а экипаж находится в безопасности и не пострадал. По словам Трампа, ситуация с вертолетом не должна раздуваться, несмотря на ранее сделанные заявления о возможном ответе США в случае причастности Ирана. Он также отметил, что блокада Ирана делает страну очень бедной и подчеркнул, что давление на Тегеран будет сохраняться столько, сколько потребуется. На фоне обострения отношений с США после крушения американского вертолета «Апачи» в районе Ормузского пролива иранские власти выступили с жесткими заявлениями. Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф заявил, что если будут нарушены договоренности, Тегеран ответит. Мы предпочитаем язык дипломатии, но на других языках говорим гораздо свободнее. Нарушите свои обязательства, и мы перейдем к тому, что умеем лучше всего. Каждый едет на той лошади, которую сам оседлал. После заявления президента США Дональда Трампа о том, что «Апачи» был сбит Ираном, с предупреждением также выступил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Маджид Мусави. Иран не сдастся и не позволит себя обмануть. Мы не доверяем обещаниям врага и опираемся на силу иранского народа. То, чего противник не смог добиться на поле боя, он не добьется и за столом переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал иностранные военные силы покинуть районы вблизи иранской территории. Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных ошибок, случайных инцидентов или возможности оказаться под перекрестным огнем. Чтобы снизить этот риск, лучшим решением было бы их уход. Мы предпочитаем язык дипломатии, но владеем и другими языками. США очень близки к соглашению с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью для программы CBS News Sunday Morning. Однако оно может быть достигнуто как уже на следующей неделе, так и через несколько месяцев. Прямо сейчас я считаю, что мы находимся в положении, когда можем добиться сделки, которая будет выгодна Соединенным Штатам в экономическом плане и действительно решит вопрос иранской ядерной программы. Не только сейчас, не только пока Дональд Трамп является президентом, но и в долгосрочной перспективе. Чтобы мои дети могли сказать, когда станут взрослыми, у Ирана не будет ядерного оружия. Это и есть цель политики, и я думаю, что мы очень близки к ее достижению, но нам еще есть над чем работать, и мы продолжим это делать. Вы говорите «очень близко». Насколько скоро сделка может быть заключена до промежуточных выборов? О, абсолютно. Нет, я думаю, что мы многое узнаем до промежуточных выборов. Смотрите, я думаю, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе, но она также может произойти и через несколько месяцев. По вашему мнению, иранцы просто тянут время с президентом Трампом? Нет, я так не думаю. Снова же, я считаю, что их система требует много времени, чтобы прийти к консенсусу. Я всегда слышу, как люди спрашивают меня: «Вы доверяете иранцам?» И президент сказал: «Я никому не доверяю. Я никому не доверяю. Я доверяю своей собственной
собственной способности вести переговоры. Я доверяю способности нашей администрации вести переговоры. И я доверяю механизмам обеспечения выполнения, которые мы получим. Израильские военные усилили меры безопасности на границе с Ливаном. В северных районах страны были развернуты временные контрольно-пропускные пункты, где военнослужащие и сотрудники пограничной полиции проводят выборочные проверки автомобилей. Меры были введены после инцидента в районе хребта Рамим у ливанской границы. По данным армии обороны Израиля, во время операции израильские военные открыли ответный огонь и ликвидировали одного человека. Сообщается, что среди израильских военнослужащих пострадавших нет. После происшествия армия начала прочесывание местности при поддержке военно-воздушных сил. На кадрах также видны приграничные районы и поднимающийся дым по ту сторону границы. Обстановка на израильско-ливанской границе остается напряженной на фоне продолжающегося противостояния между Израилем и группировкой Хезболла. Ливанские власти заявляют, что с начала марта в результате израильских ударов на территории страны погибли более 3400 человек. Израиль, в свою очередь, сообщает о гибели 24 военнослужащих и 4 мирных жителей за тот же период. Израильское руководство ранее заявляло, что стабильность в приграничных районах страны невозможна без прекращения угроз со стороны Ливана. Местные жители в приграничной Нагарии говорят, что давно привыкли жить под угрозой обстрелов и не испытывают страха перед возможной эскалацией. Некоторые также считают, что Израиль должен самостоятельно принимать решения в вопросах безопасности, независимо от позиции США. У меня было ощущение, что это все та же игра, в которую играют постоянно. Они начинают, продолжают, а потом останавливаются. Папа Трамп говорит остановиться, они останавливаются. Папа Трамп говорит продолжать, они продолжают. А у нас есть человек, который совсем соглашается и делает то, что ему говорят. И мы уже учимся жить в таких условиях. Мы сильная страна, и в конечном итоге будем делать то, что считаем нужным. Он может говорить все, что угодно. Не бомбите здесь, бомбите там. Если нам потребуется нанести удар, мы нанесем его где угодно в мире. Пусть и мы ничего не боимся. Ни Хезболлы, ни Ирана, вообще ничего. Когда наступит решающий момент, он будет на нашей стороне и не скажет нам «не делайте этого». Он не скажет нам «не делайте этого». Мы живем в Нагарии. Лично я живу здесь уже 28 лет. И не было ни одного времени, когда здесь не было бы опасно. Так было всегда, и мы к этому привыкли. Вчера тоже было неспокойно. Были взрывы, громкие звуки. Но мы не боимся. Я совершенно не боюсь. Франция призвала к полному выполнению восстановленных санкций ООН против Ирана. Выступая в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, постпред Франции Жером Бонафон заявил, что обеспокоенность международного сообщества вызывает продолжающееся обогащение Ираном урана до уровня 60%. Париж также призвал ускорить работу санкционного комитета ООН и назначить группу экспертов для контроля соблюдения ограничений. При этом Франция подчеркнула приверженность дипломатическому урегулированию иранской ядерной программы. Наши давние опасения по поводу ядерной программы Ирана остаются актуальными и весьма серьезными. Последний квартальный доклад МАГАТЭ, опубликованный на прошлой неделе, вызывает тревогу в этом отношении. В нем вновь подчеркивается, что Иран остается единственным государством, не обладающим ядерным оружием, которое обогащает уран до уровня 60%. Нет никаких убедительных гражданских оснований для хранения более 400 килограммов урана, обогащенного до такого уровня. Это означает, что Иран располагает более чем 10 так называемыми значимыми количествами высокообогащенного урана по классификации МАГАТЭ, объемом материала, при котором нельзя исключать возможность создания ядерного устройства. Мы вновь подтверждаем нашу твердую приверженность поиску долгосрочного и устойчивого дипломатического решения, которое гарантирует, что Иран никогда не будет стремиться к приобретению или разработке ядерного оружия. Только надежное, жесткое и поддающееся проверке соглашение сможет жизнеспособным образом решить иранский ядерный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в любых будущих переговорах о завершении войны, а не выступать только посредником. На встрече лидеров стран Балтии и Северной Европы он также поддержал идею участия в переговорах формата Е3 Великобритании, Франции и Германии. Европа должна участвовать в любых переговорах. На мой взгляд, Европа не может быть просто посредником, потому что Европа находится на нашей стороне. Сегодня я говорил об этом с нашими партнерами. Очень опасно быть просто посредником. Например, если ЕС выступает посредником, ему придется думать, вводить санкции или нет, ведь посредник должен находиться посередине.
Поэтому я придерживаюсь позиции, что никаких просто посредников не существует. Давайте будем честны, открыты и предельно ясны друг с другом, а также с россиянами. Они должны это понимать. Вопрос только в том, когда, как можно скорее. Где не имеет значения. Именно это нам нужно. И, на мой взгляд, не стоит повторять прежние ошибки. Например, нормандский формат остался в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения и тому подобное. Поэтому я считаю, что формат Е3 лучше. В будущем нам понадобятся гарантии безопасности от Европы и Соединенных Штатов. Поэтому мы будем рады видеть, конечно, и американскую команду. Но нельзя повторять ошибку, когда одна страна, большая или маленькая, принимает какие-то решения с Россией, а потом кладет их на стол со словами «Посмотрите, вот такая идея». Нет, мы такую идею не примем. Переговоры без нас, когда война идет на нашей территории, когда основные потери несет Украина, невозможны. Поэтому ничего об Украине не может решаться без участия Украины. Быть в сильной позиции — это означает иметь деньги, союзников, армию, инфраструктуру и четкое понимание со стороны Соединенных Штатов, а не только Европы. Потому что Европа понимает и чувствует, что собой представляют Путин и Россия. И нам нужно такое же понимание и такая же позиция со стороны Соединенных Штатов Америки. Лидеры стран Северной Европы и Балтии поддержали участие Европы в возможных мирных переговорах и заявили, что Россия пока не демонстрирует готовности к серьезному диалогу. Также они подчеркнули необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, назвав ее безопасность важным элементом безопасности всей Европы. Выживание Украины – ключевой вопрос безопасности для Европы. Ситуация на фронте изменилась. Украина, которая защищает себя, сегодня сильнее, чем раньше, и способна наносить удары по важным объектам в глубине территории России. Поэтому наша решительная поддержка должна продолжаться. Сотрудничество с Украиной меняет свой характер. Теперь это гораздо более взаимовыгодное партнерство, потому что Украине есть что предложить. Возможно, это самая сильная армия в Европе, обладающая огромной способностью к инновациям и развитию. И мы рады говорить о том, что находимся в партнерских отношениях. Думаю, страны NB8 придерживаются такого же подхода. На мой взгляд, все довольно просто. Европа не сможет эффективно перевооружаться без Украины. И наша поддержка Украины — это не благотворительность, а самооборона. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что обсудил с президентом Дональдом Трампом продление действия закона о внешней разведке ФИСА, срок которого истекает уже в пятницу. По словам Джонсона, встреча прошла в Белом доме с участием вице-президента, главы Госдепартамента, руководителя ЦРУ и других чиновников. Одной из главных тем стали Иран и продление программы Section 702. Этот механизм позволяет американским спецслужбам без ордера собирать электронные сообщения, телефонные данные и другую информацию об иностранцах за пределами США, если они могут представлять угрозу национальной безопасности. Именно благодаря этой программе, как утверждают власти, удается предотвращать теракты и выявлять иностранных шпионов. Однако в Сенате продолжаются споры. Критики считают, что программа создает риски для частной жизни и требует более жесткого контроля. Если Конгресс не успеет договориться, действие закона прекратится уже 12 июня. Позвольте сказать прямо. ФИСА необходимо продлить. Закон о наблюдении за иностранной разведкой — это главный инструмент национальной безопасности и разведки США. Примерно 2/3 ежедневного брифинга президента по вопросам безопасности основаны на данных, полученных благодаря наблюдению за иностранными опасными лицами, террористами и другими людьми, которые могут причинить вред американцам. Мы не можем допустить, чтобы этот инструмент прекратил действовать. Его срок истекает в пятницу. Палата представителей уже одобрила продление ФИСА еще 29 апреля. В документ были включены важные реформы, чтобы сделать его более эффективным и надежным. После этого законопроект находится в Сенате. Работа над двухпартийным решением шла успешно до тех пор, пока несколько дней назад демократы вновь не решили заняться политикой.
Сначала они отказались финансировать меры по охране границы и иммиграционному контролю. А теперь не хотят продлевать визы из-за того, что президент назначил человека на временную должность, с чем они не согласны. Нельзя играть в политику, когда речь идет о безопасности американского народа. Это касается и сегодняшних обсуждений, и продления виза. Это показывает истинные приоритеты другой партии. Международный уголовный суд временно отстранил от должности своего главного прокурора Карима Хана. Решение принято на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах, которые сам Хан категорически отвергает. По данным источников Reuters, Исполнительное бюро Ассамблеи, государств-участников МУС пришло к выводу о серьезных нарушениях со стороны прокурора и рекомендовало его отстранение от должности. Окончательное решение теперь должны принять представители 125 государств-членов суда на специальной сессии. Карим Хан уже находился в добровольном отпуске с мая прошлого года до завершения проверки. Он стал первым прокурором в истории Международного уголовного суда, официально отстраненным от исполнения обязанностей надзорным органом суда. Расследование основано на жалобе сотрудницы аппарата прокурора. Как сообщали источники Reuters, эксперты ООН обнаружили фактические основания для обвинений, а показания свидетелей частично подтверждают ее версию событий. Вместе с тем, другая группа судей сочла имеющиеся доказательства недостаточными для однозначного подтверждения обвинений. Адвокаты Хана заявили, что он отвергает все обвинения и намерен оспаривать принятое решение. Ситуация усугубляет кризис вокруг Международного уголовного суда, который также сталкивается с политическим давлением и санкциями со стороны США из-за расследований, связанных с Израилем и другими международными конфликтами. Напомним, Карим Хан возглавил Международный уголовный суд в 2021 году. Самыми громкими решениями за время его работы стали выдача ордера на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей, а также ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Эти решения вызвали широкий международный резонанс и острую реакцию ряда государств. В Белфасте вспыхнули антииммиграционные протесты после нападения с ножом, в результате которого тяжело пострадал мужчина. По подозрению в покушении на убийство полиция задержала 30-летнего гражданина Судана. На улице вышли сотни людей. Во время беспорядков протестующие подожгли автобус и несколько автомобилей. Над городом поднялись клубы дыма, а пожарные несколько часов тушили горящий транспорт. Полиция усилила патрулирование и призвала жителей не поддаваться на провокации. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение шокирующим. Следствие пока не рассматривает его как теракт. НАСА объявила состав экипажа миссии Артемис-3, которая должна стартовать в конце следующего года. В него вошли 3 американских астронавтов – Рэнди Бресник, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас, а также итальянский астронавт Лука Пармитано из Европейского космического агентства. Миссия станет важным этапом лунной программы «Артемис». Хотя корабль не отправится к Луне, экипаж проведет на околоземной орбите испытания сразу нескольких космических аппаратов. Впервые в космосе будут протестированы стыковки корабля Orion с лунными посадочными модулями компании SpaceX и Blue Origin, которые в будущем должны доставлять астронавтов на поверхность Луны. В НАСА заявили, что эти испытания необходимы перед следующими этапами программы, целью которой остается возвращение человека на Луну и создание там долгосрочного присутствия. Также в компании Blue Origin сообщили, что продолжают расследование недавнего взрыва ракеты New Glenn во время наземных испытаний и уже приступают к восстановлению инфраструктуры стартового комплекса. Папа Римский Лев XIV провел молитвенное бдение на Олимпийском стадионе Барселоны, которое собрало более 40 тысяч человек. Во время выступления понтифик поднял тему домашнего насилия и призвал общество активнее бороться с этой проблемой. Поводом для заявления стала история девушки, рассказавшей со сцены, что в детстве ее отец пытался убить мать. Лев XIV заявил, что насилие в отношении женщин и семейные преступления остаются серьезной проблемой современного общества и требуют решительных действий. Многочисленные сообщения о преступлениях даже сегодня отражают токсичную атмосферу в семейных отношениях, отмеченную жестоким обращением, угнетением и, в частности, насилием в отношении женщин, которое, к сожалению, нередко приводит к фемициду. Мы все призваны противостоять этой трагической реальности, как лично, так и на уровне общества, поскольку несем ответственность за борьбу с ней во всех ее проявлениях. Если существует насилие, если преобладает эгоизм, если даже любовь между членами семьи превращается в ненависть, то мы должны задавать вопросы динамики нашего общества, культуре индивидуализма и склонности к насилию, но не Богу.
В рамках визита в Испанию понтифик также благословил автомобили скорой помощи с гуманитарной помощью для Украины и встретился с главой правительства Каталонии Сальвадор Илья. В среду папа посетит монастырь Монсеррат и примет участие в церемонии открытия новой башни храма Саграда Фамилия.